Встреться с археологом. Склоняюсь пред тобой, о повелитель рун. Что-то будет. Напоминает смотреть.
Я распахнусь лишь перед тем, кому известно мое имя. Если тебе оно известно, коснись волшебных ли камней. Лишь одному известно имя, но ты его найдешь едва ли, хоть даже спросишь в храме Аво. Сразимся бок о бок во имя добра. Милорд, на нас не зашло благословение. Добро пожаловать в храм света. Здесь моя паства превозносит меня. В обмен на жертвы дарую я благословение пастве. Сразимся бок о бок во имя добра. Никогда не видел подобного. Ура! Ура! Сразимся бок о бок во имя... Эй, герой! Хочешь узнать имя брата? Я тебе скажу, если дашь мне что-нибудь ценное, такое, скажем, красное и блестящее. А иначе придется тебе самому его выяснять. Я знаю тайное имя двери.
ИТЦ. Хитс. Когда он рядом, я спокоен. Ух ты! Ты легенду слыхал про этот меч? Жил в былом королевстве рыцарь по имени Хью, и был он великан. Меч его рассекал чудовище демонов, как пергамент, потому что была в нем сила, неподвластная смертным. Пришла пора Хью умирать, и тогда вонзил он свой меч в камень. И вытащить его сможет только такой же силач, как и сам Хью. Может, это и вранье все, бабьи выдумки. Вот да! Самый повелитель рун. Чудесно! Вот бы мне этот меч. Похоже, он крепко застрял. Да! Вид у меча впечатляющий, но я его ни на дюйм не сдвинул. Мы пытались вытащить меч из камня, но так и не смогли. Может, ты попробуешь? Чтобы этот меч вытащить, надо ого-го каким сильным быть. Да уж, крепко его зажало. Ни пуха, ни пера. Посмотрим, как герой справится. Хью-то ведь знал, чего делает. Ничего, в другой раз повезет больше. Тебе бы нужно позаниматься физкультурой. Мы пытались вытащить меч из камня, но так и не... Ух ты! Догадался, как меня зовут, умник. Ну, заходи. Разыскал меня. Просто замечательно. Если ты меня нашел, значит и они могут. Зря я взялся за изучение мест средоточия.
Хотя откуда мне было знать, что Джек ими тоже интересуется? Да-да, Джек из тени. Послушай, объяснять мне некогда. Если хочешь, прочитай мой дневник. Мне он больше не нужен. А я, с твоего позволения, пойду. Тут мне теперь небезопасно, благодаря тебе. Зайди в гильдию за заданиями. Нотхоул Глейд осаждают оборотни. Возьми задание с карточного стола.
Скучное дежурство. Никаких событий. Никого нигде. Даже щенка Хоба и то нету. Воров берегитесь, грабителей! Заметите каких-нибудь правонарушителей, вызывайте нас. Смотрите, нет ли разбойников. Увидите, сообщите нам. Воров берегитесь. Заметите каких-нибудь правонарушителей? Пожалуйста, спасите мою жену. Ее поймал оборотень. Скорее, она тут, внизу. Идите за мной. Сюда, сюда. Они меня заставили. Приготовься увидеть Скорма. Вам помочь? В атаку! Меня шантажировали, понимаете? Я ничего не мог поделать. Но спасибо, что вы мне поверили. Вот, возьмите за свое великодушие. Ваша милость. Он настоящий мужик. Отлично.
милорд. До нас не зашло происхождение. Нас всех убьют! Я не хочу умирать! Как же вы можете? Пустите нас! Я не хочу умирать! Пустите нас! Я не хочу умирать! Осторожнее! Пожалуй, сейчас тебя можно впустить. Только входи скорее. Вдруг там еще оборотни. Оборотни! Чтоб им пусто было. Сколько лет я тут вождем не видал такого. Мы бы, может, и справились. Да вожак у них появился. Белый оборотень. Заходит в деревню и убивает, кого захочет. О, я что-то слышу. Тварь, похоже, напала на склад возле вон того холма. Чего ты со мной болтаешь? Пойди убей белого оборотня. Чего ты со мной? Слишком уж толстая у этого зверя шкура. Раньше жил в Нотхолл-Глейд великий охотник. Погиб в бою с последним белым оборотнем. Жена его до сих пор живет в одном из тех домов на холме. Если кто и знает, как эту тварь ранить, так это она. Ух ты! Чудесно!
хозяин. Красивое имя. Никогда не видел подобного. Все ли в порядке, повелитель Рун? Проклятая тварь тебя поджидала? И откуда ей знать, куда мы идем? Он ведь опять приходил, да? Я не желаю ему смерти, но все зашло слишком далеко. Что за чушь ты несешь, женщина? Белый оборотень — это мой муж. Бывший. Оборотень успел его укусить, и он постепенно превратился в того, на кого столько лет охотился. Какое-то время он еще мог держать себя в руках, но теперь от него прежнего ничего не осталось. Это сигнальный рог. Они снова напали. Мой муж ходил на белого оборотня с серебряным оружием. Возьми. Избавь его от страданий. Теперь я все понимаю. Неужели это был наш охотник? Теперь я все... Десять раз теперь подумает, прежде чем на нас нападать. Он удирает. Мы его можем ранить. Мы можем его убить. Говорят, он живет у Ведьминого озера. Принеси мне его шкуру, и я тебя награжу. Если ты ранишь лик мой стрелою, настежь раскроюсь я пред тобою. О да, силы ж и тебе не занимать. Входи.
Его зовут повелителем Рад вам услужить. Нам нужен истребитель оборотней. Ты вернулся. Причем живым. Мы слышали страшный вой и боялись худшего, но, как видно, ты одолел зверя. Я думаю, такой герой, как ты, достоин сражаться на арене. Должно быть, когда вернешься в гильдию, тебя будет ждать приглашение. Да, и, кстати, насчет гильдии. Оттуда пришло письмо. Это от твоей сестры. Надеюсь, новости хорошие. Зайди в гильдию за заданием. Приятного отдыха, сэр. Милорд. Возьми задание арены.
благословения. Это повелитель. Он просто чудо. Это такая честь для меня. Рад вам услужить. Неудивительно, что тебя пустили на арену. Ты ведь совершил невозможное. Неужели ни одного билета не осталось? Я знаю. Я пришел из самого Оуквейла. Все знают, что лучшие бойцы с Крючьего берега. Я слыхал, тень уже дрался. Он лучший. Да как ты можешь за такого дурака болеть? Хамелеон пройдет как вихрь, он самый Оуквейл был свой сильный. чемпион. Вроде А громобоя Стэнли или Роуп Джека. не из Оуквейла ли? Ах да. И что же это с ней случилось? Будь я из Оуквейла, я бы тоже улизнул куда подальше. Мы хоть в сточной трубе не живем, как крысы в Бауэрстоуне. Что ты сказал об Ауэрстоне? Да это помойка. Вонючая, грязная, с крысами. Сожгли Оуквейл и по делам. Да. Я жуть как завидую Бауэрстонцам. Оуквейл? Кто в жизни не слыхал. Милорд, Ты живешь в на городе нас тупых низошло кретинов. благословение. Сожгли Оуквейл и по делам. Какая мощь. Ты живешь в городе тупых кретинов. Ура! Сожгли Оуквейл. Я тебя помню. Ты спасся, когда нашу деревню жгли. Выходи и покажи всем, что оквейлскими просто так не помыкают. Хватит с нас. Я буду хлопать тебе. Я буду хлопать тебе. Ты же... Хочешь счастье попытать на арене? Я о тебе не слыхал. Хотя шанс у тебя есть, наверное, как у любого. Если хочешь зайти, скажи стражнику. Или ты боишься? Оуквейл? Замечательно. Еще одна деревенщина из Оуквейла. Тебя тут на клочки порвут, понял? Так-то. Надеюсь, ты не так быстро сдохнешь. Билеты-то денег стоят. Надеюсь, ты не... Все знают, что Леди Грей с кем угодно от того. Оуквейл? Кто в жизни не слыхал. Вы зритель или участник? Участник? Тогда вам нужно приглашение от гильдии, как и всем. Вы уже... Прошу прощения. Можете заходить в любое время. Приходить, когда захотите. Да. Добро пожаловать на арену. Приглашениями занимается Том. Поговорите с ним. Вы слышали? Я не могу вас впустить. Поговорите с Томом. А, вы вернулись. Проводить вас на арену. Сюда, пожалуйста. Добро пожаловать в палату героев. Идите за мной, я вас отведу в тренировочный зал. По-моему, история здешняя зря пропадает. Первые герои арены, наше наследие. А зрителям что? А ничего. Не нужна им история. Им нынешних героев подавай. Я так думаю, у каждой эпохи свои герои. Глубокая мысль. Можете меня цитировать. Добро пожаловать на нашу арену. Сперва насчет правил. Во-первых, всю свою силушку могучую рекомендую для самой арены поберечь. А ежели тут кто драку учинить вздумает, огребет у меня по полной. Ясно? Во-вторых, насчет выхода. Выходить с арены дозволено только между схватками.
Рот, там уже черти что творится! Ладно, ты, хамелеон, ты здесь давно уж трешься, так что первый бой сегодня твой. Вперед и с песней. Нет проблем, это запросто. Значит, как очередь твоя подойдет, я ими объявлю, а ты уже выходи. Да иди через те же ворота, что и наш друг хамелеон. На арене ты сразишься с противниками со всего Альбиона. За каждую группу врагов положены призовые, ну и за следующий раунд награда тоже вырастет. Твоя задача — продержаться как можно дольше и огрести кучу денег. Коли захочешь, можешь вернуться сюда, зелий там прикупить или еще чего. Но тогда и призовые тебе за следующий раунд с нуля посчитают. И что еще хуже, публика решит, что ты трус. Настоящим героям бегать так не пристало. Но все ж, с отдыхом или без, а коли всю программу отработаешь и Ава душу не отдашь, специальный приз получишь от Джека из тени. Так что иди, покажи, на что ты способен, потешь публику и умри, коль придется. Достойно. Остальные ждут своей очереди. Извини, не представился. У нас тут полные трибуны, и все жаждут крови. Я Рот. За порядком тут приглядываю. Понадобится дельный совет, не робей, приходи и спрашивай. Первым делом запомни, на зельях не экономь. За советом пожаловал? Ну ладно, всегда угождай публике. Если приглянешься, тебе могут чего-то подбросить. Чтоб, значит, всю арену переместить, да без роздыху, это лишь двое осилили. Громобой да Джек из тени. Золото столько загребли, что каждый мог пол Альбиона себе купить. И бабу любую. Всегда будь готов ко всему. Ко всему, понял? Вот тень, он тут уже чутка наблатыкался, может, он тебе чего подскажет? Слушай, тебе надо кое-что себе подыскать. Может, кто из ребят тебе чего подскажет? Слушай, тебе надо... Не видишь, что ли? Я медитирую. Может, я следующий? Надо приготовиться. Настырный ты, а? Может, оставишь меня в покое, если я тебе дам один совет? Иногда тебя ставят в пару с другим бойцом. Это значит, что вас ждет что-то особо мерзкое, так что прикрывайте друг друга. Кое-кто мне сказал, что в загоне видели гигантского скорпиона. Если что, бей ему прямо в бубен, там брони поменьше. А теперь мне пора медитировать, так что отстань. Подвинь-ка нам пиво, пожалуйста. Чудесно! Отлично! О да! Сыграй в очко! Ух ты! Рад вам услужить. Неудивительно, что тебя пустили на арену. Ты ведь совершил невозможное. Рад вам услужить.
Неудивительно, что тебя пустили на арену. Ты ведь совершил невозможное. Рад вам услужить. Неудивительно, что тебя пустили на арену. Ты ведь совершил невозможное. Неудивительно, что тебя пустили на арену. Ты ведь совершил невозможное. Почему разбойники первые? Моя хоти убивай! Моя хрюк! Моя с детства тренируйся! Моя хоти арена побеждай! Леди Грей женись! Моя леди Грей нравится! Моя в один заход всех победи! Много награда получай! Купи дом большой, имей семья! Моя надо отдыхай! Надо арена, будь готов! Моя желаю удачи, чтобы ты награда получай, дом покупай, как хрюк! Моя надо отдыхать! Эй, Рот, плохие новости. Хамелеон, он вроде, мертв. Что? Уже? Вот дебил. Так, мужики, походу Хамелеон всего 3 раунда протянул. Позорище. Короче, там 5000 зрителей, и нам срочно нужен доброволец. Новенький ты как? Так, пошел. Скажешь Эллу, у ворот которой, он тебя выпустит на арену. Налей-ка пивка. Как дела, С Хамелеоном-то все ясно. Этот дурень даже 3-й раунд закрыть не смог. Я уже несколько лет езжу на арену, хотя я тут, конечно, не самый богатый и популярный. Зато живой, чего о многих уже не скажешь. Здесь сам гладиатор. Ладно, главное запомни. Закупайся по максимуму до выхода. Что толку скряжничать и погибнуть богатеньким? Не забывай про ловушки, разбросанные на арене. Все, что способно ранить тебя, может ранить и врага. Угождай толпе. Тогда тебе, может быть, подкинут что-нибудь полезное. Только представь, 5000 человек, скандирующих твое имя. Поговори со... Если повезет, под конец тебя поставят в пару с другим бойцом. И пусть он сдерживает натиск, пока ты заходишь врагу в тыл. Ну, или наоборот. Ух ты! Вот так и надо. Но я всегда говорил, если тяжело, уходи. Конечно, и публика тебя освищет, и деньги потеряешь. Зато живой останешься. Я 6 схваток подряд выиграл. Мало кто из живущих ныне похвастается тем же. Ух ты! Удачи в бою! Знаешь, мне кажется, у тебя есть шанс. Удачи в бою! Я хочу пива. У этого бандюги не было ни шанса, да и у тебя их кот наплакал. Иди лучше поговори с Фликом, вы с ним одного поля ягоды. Не теряй времени, поговори со стражником. Почему твоя сейчас идти? Почему не хрюк? Моя хоти леди Грей впечатлить, они красивые. Моя желаю удачи, чтобы ты награда получай, дом покупай, как хрюк. Пивка. Чудесно! Обращайтесь к Аллу, он вас выпустит. Я тут так, на подхвате.
Ну хорошо, могу вас выпустить. Вы точно готовы? Первый раунд. Говорят, жуткое дело просто. Жуткая. Это ты здорово, Ал. Жуткая. Ха-ха-ха. Дамы и господа, перед вами гладиатор, прославившийся в бою при Яблочном дворе и сразивший бывшего героя по прозвищу Два Ножа. Как и все наши отважные участники, новичок мечтает о большом призе сегодняшнего дня, представленном самим Джеком из тени. И вот он, первый раунд. Старые любимцы арены, Осиный Рой.
они получают 100 монет. А приз за следующий раунд 500 монет. Пусть он новичок на арене, но он выстоял первый раунд. Посмотрим, как он справится со вторым. Любимцы публики, жестокие, вонючие хобби. 3, 2, 1, старт! Три, 2, 1, старт! Ты достаточно прославился, чтобы овладеть жестом «Кровожадный рев». Теперь ты знаменитый. 3, 2, 1, старт! Три, 2, 1, старт! И это еще 500 монет! Они заработали 600 монет, а в следующем раунде их ждет еще 1000! Дамы и господа, пришло время командных боев! Два героя станут бок о бок сражаться за свою жизнь! И в последний момент у нас происходит замена участника. Родная сестра легендарного громобоя. Кто же это? Уиспер! Так смогут ли они вместе, вдвоем победить оборотней? 3, 2, 1. Давай! Вот это жизнь! Старт! Три, 2, 1, старт!
Раз! Старт! Как тебе, малыш? Весело? Вот это жизнь! Раз! Старт! Награда за раунд 1000 золотых! Ух ты! И награда 1600 монет! И еще 2000 ждут своего часа! В том раунде, дамы и господа, эти двое славно потрудились. Похлопаем им! А следующий раунд — сенсация этого года. Всякий, кому хватило отваги побывать на великом кладбище, поймет, о чем я. Нежить! 3, 2, 1, старт! Этого я почти убила! Вот тебе! 3, 2, 1, старт!
Надеюсь, это стоит 2000 монет. Более чем. Они заработали 3600 монет. Но решатся ли они на следующий раунд с наградой в 3000? Страсти накаляются. Мы потеряли уже 3 героев, а выжившим есть от чего понервничать. 5-й раунд, и вот они, освобожденные из камеры смертников. Встречайте! Разбойники из шайки Черной Руки! 3, 2, 1, старт!
И за это они получают еще 3000. Общая сумма 6600 золотых. Но если и этого мало, в следующем раунде их ждет еще 4000. Наши герои легко расправились с осами, разбойниками, хоббами, оборотнями и даже нежитью. Что же дальше? Какая опасность подстерегает теперь неустрашимых бойцов? Дамы и господа, 6-й раунд! Могучие земляные тролли Ингрид и Берта! 3, 2, 1, старт! Как тебе, малыш? Весело? Положение бойцов очень серьезное. Мы все видим, какое напряжение они испытывают. Но что отделяет наших героев от победы? Что это? Огромные валуны? Нет, это каменные тролли Станот и Гроин. 3, 2, 1, старт! Ух ты! И еще 8000 золотых! Они получили 18600 монет. И остался последний раунд. Стоит ли же еще 10 000? Дамы и господа! Today, you have seen the best of Albion's arena fighting. Put your hands together for our successful heroes. But now, round 8, the final battle. I give you Hurricanrocks! 3, 2, 1, старт!
2 победителя! Потрясающе! Так что же будет? 2 победителя, а приз всего 1? Но, как вы знаете, сегодня у нас особый гость. Это тот самый, единственный герой героев Джек из тени. Я вернулся. После долгих лет разлуки Джек из тени снова с вами. Это арена единственная, что осталось великого в Героге. Для меня честь вновь стоять перед вами. И я знаю, как отпраздновать этот день. Устроим еще один раунд. 2 оставшихся героя сойдутся в смертельном бою. Победитель получит особый приз. И смерть станет наградой проигравшего. Что это они затеяли? Лучше нельзя. Я буду драться как следует, но убивать тебя не стану. Только не тебя. Мы пришли, чтобы устроить шоу, и мы его устроим. Поехали! презреет свою победу. Не надо, малыш. Мы же договорились. Просто уйди. Мы же договорились. Хватит драться. Ты победишь. Иди к выходу, малыш. Герой, пожалуйста. Уходи. Но, миледи, ему просто повезло. Он всего лишь... А, вот и вы, герой, о котором все говорят. Я впечатлена. А такое нечасто случается. Но я забыла представиться. Я леди Грей, мэр Бауэрстоуна. Я вижу, вы достойный человек. Заходите ко мне в гости в особняк на севере Бауэрстоуна. Миледи, если бы вы только... Громобой, мне надоели твои вопли. Надоела твоя ревность. Время твоей славы давно прошло. Ты должен с этим смириться. Так вот, герой, я надеюсь, вы примете мое приглашение. Нам нужно многое обсудить. Это еще не все. Молодая кровь льется не хуже любой другой. И скоро прольется. С ума сойти! Давно я такого боя не видел. Я отведу вас обратно в палату героев. Кто-кто, а вы-то достойны стоять с ними рядом. Кстати, кого-то вы мне напоминаете из тех, кто здесь когда-то дрался. Лет уже много прошло, но звали ее вроде Скарлетт Роу.
Да, точно. Слыхали про такую? Хотя вряд ли. Вас еще и на свете не было. Вот тут справа, если посмотрите, ее статуя. Первая женщина, чемпионка арены. Она была славным героем, такая же мягкосердечная. Но всему своя цена. Последняя битва сильно изменила ее. Теперь она живет вдали от людей, сломленная тем, что не смогла спасти своих близких. И все же ты здесь. Я знал, что однажды ее сын придет сюда. Это у тебя в крови. И у твоей сестры. Тебе стоит привести ее сюда. Я так хочу, чтобы вы оба встретились со своей матерью. Только представь, как она будет рада. Вот кем была на самом деле его мать. Скарлетт Роуп, гроза оборотней. Одна из величайших героинь Альбиона. Но самая славная из ее битв стала для нее последней. Попав в засаду оборотней, Скарлетт перебила их всех, но и сама опала израненная среди тел врагов. Там она и умерла бы, но Борн, простой и добрый лесоруб, нашел ее и выходил. Они поженились, и у них родилась девочка, а потом мальчик. Сражения для нее остались в прошлом. Что бы ты ни решил, ты заслужил печать чемпиона. Тебя повсюду будут узнавать как победителя арены, и это откроет тебе вход в Северный Бауэрстоун. Печать не теряй, она бесценна. Эй, ты! Тебя Тереза ждет в доме семьи Грей! Да ну, пожалуй, он неплохо справился. Здорово! Я на тебе целое состояние сделал. Вот, держи. А как он суит? Ты бы почаще в Уиквейл заходил. Ты можешь постигнуть жест благодарности. Ты должен признать, он производит впечатление. Ты бы почаще в Уиквейл. Я дома всем про тебя расскажу. Ох, ну ты дал вообще. Когда ты Скорпиона завалил, я глазам своим не верил. Удачных подвигов, герой. Он Удачных подвигов. лидер. Как же этот хамелеон-то так рано выбыл, а? Ну ты неплох. Я всегда говорю, в О'Квейле лучших бойцов откармливают. Нам бы в Бауэрстоун такого, как ты. Нам бы в Бауэрстоун. Привет, свиновод. Всегда рад служить, хозяин. Нормально. Честь для меня. Какая радость. Ух ты! Ура! Это честь для меня. Как чудесно вас снова Мы все видеть, перед сэр. вами. Значит, ты наконец встретил Джека из тени. Я-то давно его знаю.
с тех пор, как он сжег нашу деревню и выколол мне глаза. Но он не лгал, говоря, что знает, где наша мать. С той самой ночи он держит ее в Баргейтской темнице. Я не смогла пробраться внутрь, но археолог знает древний тайный проход. Ты ведь с ним уже знаком, да? Твари Джека охотятся за ним так же, как и за мной. Я не могу здесь задерживаться. Подробности узнаешь из задания в гильдии. Ты должен освободить маму. Она единственная, кто знает, как найти меч. Ты прочитал ту книжку, что я тебе прислала? Меч — это все, и он способен обратить мир в ничто. А еще у мамы есть для тебя подарок. Такая сила, какую ты и представить не можешь. Зайди в гильдию за заданиями.
Говорили, что каждый день будет лучше прежнего. Иногда я просто проваливаюсь в прошлое. Счастливые деньки, когда я не был одинок. Бедная моя Аманда! Как могла болезнь забрать тебя? Простите, вы что-то сказали? Иногда я просто проваливаюсь в прошлое. Пойти, что ли, в море утопиться? Нет в жизни счастья. Нет. Не знаю, зачем мне просыпаться по утрам. В гильдии тебя ждет очень важное задание.
В гильдии тебя ждет очень важное задание. О, да! Ты впрямь мужик неплох. Давай сюда.
один из них. Зрение у меня уже не то, что прежде. Первый был рыцарем. О, как сияли его доспехи! Их блеск и повредил мне глаза. Другой злой маг носил самые темные одеяния, какие только можно представить. А третий — разбойник, вроде тех нынешних. Я жду доблестного рыцаря. Где он? Как дела, гладиатор? Какое мастерство! Ты! О, какое мастерство! О да! Он настоящий мужик, какой чудный пост... Рад вам услужить. Следуй на вершину за миньонами. Какое... Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Ты должен догнать тех жутких миньонов.
О, да! Рад вам услужить. Ты победил могущественную Уиспер и сохранил ее. Рад вам услужить. Следуй на вершину за миньонами. Могу я вам что-нибудь посоветовать? Рад вам услужить. Следуй на вершину за миньонами. Играем в блэк-джек. Превосходную одежду. Чудесно! Ух ты! Чудесно! Вот. Рад вам услужить. Следуй на вершину за миньонами. Могу я вам помочь? Чудесно! В гильдии тебя ждет очень важное задание. Ой. Спасибо. Продолжай в том же духе, хозяин. Это просто здорово. Спасибо. Какая мощь. Какое произведение. Чудесно. Всегда рад служить, хозяин. Ух ты. Иди. Быть начеку. Приготовься увидеть Скорма.
герой! О, как же я молила богов, чтобы они послали кого-нибудь из гильдии, кто... О, ну где же мои манеры? Меня зовут мадам Минже. Добро пожаловать в легендарный темнолесский бордель. Прошу следовать за мной. Как видишь, наш бордель — натуральный оазис покоя и наслаждения среди суровых реалий этого мира. Так что оружие и заклинания здесь запрещены. Мужчины веками приходили сюда в надежде избегнуть своих горестей и так далее. Однако, у нас тут своих проблем полон рот. Господин Перещуп, теперешний наш владелец, он, как бы это выразиться, в некотором роде жестокий самовлюбленный козел с садистскими наклонностями. Он обращается с барышнями, как с рабынями, если не сказать, как с животными. А ведь многим из них больше и податься-то некуда. Ах, если бы нам отыскать купчие на наш бордель. Впрочем, наверное, тебе это не интересно. Пожалуйста, располагайся. Приятных впечатлений от визита сюда. Здравствуйте, сэр. Если жена узнает, прибьет насмерть. Я вот себя тут больше дома чувствую, чем дома. Хоть бы раз проснуться утром рядышком с красивой бабой. Если жена... Не знаю, где страшней, в темнолесье или здесь. Все эти женщины... Может, мне лучше уйти? Обычно я по таким местам не ходок, но я, в отчаянии. Порой просто хочется выговориться. Как, по-вашему, надо мной будут смеяться? Не знаю, где страшней. Ха-ха! А, да, в этом я мастер. Девочки не поймут, что их ударило. Мешочек с золотом сейчас прожжет мне дырку в штанах. И еще кое-что тоже прожжет, и тоже в штанах. Уж я-то покажу этим красоткам, что значит настоящий мужчина. А, да, Ух ты! Эй! Приятных впечатлений от визита сюда, сэр.
хочу быть каменной дверью. Знаешь, когда у меня в последний раз было? Нет, да никогда. Так что ныне я сублимирую. Впускаю только опытных, а у тебя еще молоко на губах не отсохло. Возвращайся настоящим жеребцом. Давайте, давайте, шире шаг, денежки, денежки, туда-сюда, пошустрее. Тысяча Чудесно. Ура! Ну, отлично! Да! Ура! Какая мощь! О, привет, герой. Меня зовут Амелия, и мне кажется, я то, что вам нужно. Просто позвольте мне показать. Не волнуйтесь, вот увидите, что я стою каждой монетки из сотни. Расплатился, надеюсь? Ну, стал тогда вперед. Постель у нас тут одна, знаешь ли. Еще герой. Да что это? О! Я вижу, вам понравилось. Захотите повторить, приходите в любое время. Лентяйка! Так ты ни гроша не заработаешь. Ура! Рад тебя видеть. Я прямо здесь на нервах. Милорд. Это больно. Смотри. Я... Тебя зовут Свиноморд. Добрый день, Ваша честь. Какой герой! Береги, странник! Я преграждаю путь всем, кроме лучших воинов. Если желаешь, мои стражи испытают твое отвагу. Одолей их, и получишь награду, сокрытую за мной. Я вижу, ты готов к испытанию. Хорошо. Стражи в атаку!
Ты победил моих стражей. Это необычно. Ну что ж, проходи. Как щедро и мило. Что? Первый был другой, а третий? Я жду доблестного рыцаря. Я узнаю тебя, доблестный рыцарь. Я жду злого мага. Где он? Я узнаю тебя, злой маг. Я жду дерзкого разбойника. Где он? Я узнаю тебя, дерзкий разбойник. Друзья, добро пожаловать. Ха-ха! Приятного отдыха. О, здравия желаю. Конечно, вы человек известный, можете зайти.
Добро пожаловать в Северный Бауэрстоун, герой. Это тихое место, и мы следим, чтобы таким оно и оставалось. Мы не потерпим правонарушений, так что имей в виду, не то окажешься за решеткой. У нас уже есть один заключенный, полный псих, но ему уже недолго осталось, если ты понимаешь, о чем я. Послушай, с тобой желает говорить леди Грей. Ее милость гуляет в садах близ усадьбы. Это большая честь даже для героя, так что веди себя подобающе. Держись в рамках закона. Не хотите со мной поговорить? Значит, это о вас шумит весь город. Должна признать, я заинтригована. Идемте во дворик. Я бы очень хотела с вами побеседовать. Не правда ли здесь очень мило? Но порой мне тут бывает очень одиноко. Видите ли, я еще не замужем. Как-то до сих пор не встретила достойного мужчину. Я всегда знала, что мое сердце завоюет лишь тот, кто победит на арене. Быть может, вы принесете мне подарок из города? Я уверена, вы найдете что-нибудь подобающее, леди. И что же? Вы, кажется, собирались принести мне достойный подарок. Держись в рамках закона. Наверное, заставила таскать себе подарки. Ну да, так я и думала. В общем, хотите произвести впечатление? Купите ей черную розу. Она их очень любит. А я, например, терпеть не могу. По-моему, они жуткие. Я тут, в клетке! Помогите! Наконец-то, хоть один собеседник. Ты должен вытащить меня отсюда. Мэр хочет моей казни. Вот что бывает, когда начинаешь задавать много вопросов. Эта баба — сущий дьявол, но никто мне не верит. А все потому, что я ошибся насчет стражи. Я думал, они травят воду, чтобы управлять нами во сне. Ее сестра была чистым ангелом, и каким бы прекрасным мэром она была, но леди Грей убила ее, я чувствую это. Ты должен помочь мне доказать это, иначе Бауэрстоун останется под ее гнетом, а меня казнят.
Ура! Наконец-то! Мы одолеем эту чертову ведьму! Все, что нужно, это заставить ее погибшую сестру открыть тебе правду. Не смотри на меня так. Все знают, что привидения существуют. Ты их видел, я их видел. Да все их видели. У сестры леди Грей Аманды был воздыхатель по имени Родри. Неплохой парень. Обычно его можно найти в холмистых полях. Если кто и способен вызвать ее из небытия, так это он. Вы уже говорили с Родри? Я же сказал вам, что он на Холмовом поле. Они не хотят... В гильдии тебя ждет очень важное задание. Ха-ха! Будь готов. Там враги!
Как дела? Ты щенок! Он там! Вижу их! Договор таков. Сверши предо мной великое злодеяние, и я распахнусь. В гильдии тебя ждет очень важное задание. Вот это злодеяние! Впечатляет! Входи!
Утихни! Вот и получишь. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Надеюсь, сегодня у вас все прекрасно. На арене был великолепен. Ты проявил такое великодушие, оставив жизнь Уиспер. Сестра оставила для тебя задание, советую его взять.
Ты стал достаточно ловок, чтобы выучить жест отмычка. Как мило. Вот веселый парень. Ух ты! Чем я могу вам сегодня помочь? Здесь сам гладиатор. Вы пришли по адресу. Старое королевство. Неужели не чувствуешь? Оно возвращается. Вы не будете разочарованы. Всего хорошего. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Твой триумф на арене был великолепен. Ты проявил такое великодушие, оставив жизнь Уиспер. Хозяин. Доволен собой. Это все огромный заговор! Больно их много было, нам никак не сдюжить. Схватили они археолога и потащили вон на тот холм. Не знаю, что они с ним сделают, но уверен, ничего хорошего. Придется вам его спасать. Да поскорей, времени-то мало. Я иду! Первый раз такое вижу. Эти твари чистое зло. Я прикрою! Я тут, за тобой! Руби их! Я прикрою! Я иду! Призывающий миньонов создал преграду, но после Стоять. его смерти она должна пасть. Стоять.
Пошли. Я иду! Стоять. Бригада пала. Скорее беги, спасай археолога. Ты нашел первую подсказку, ведущую к кладу. Поговаривают, что где-то в Альбионе спрятан очень ценный предмет. Подсказки должны тебя к нему привести. Их, судя по всему, 6.
прикрою! Я иду! Стоять! Пошли! Стоять! Не сюда. Похоже, что они ведут его в темницу. Пошли, пока еще не поздно. Скорее, они почти дошли до корабля, у тебя мало времени.
Теперь ты очень знаменитый герой. Ты спас меня! Хотя, если б не ты, сидел бы я спокойно в своей пещере. Да-да, я знаю дорогу к Баргейтской темнице. Я же знаю все. Потому-то, если они меня снова найдут, я погиб. В любом случае, к темнице ведет старая дорога через Великое кладбище. Ее не открывали уже много сотен лет, но это уж ты сам на месте разберешься. А я тут задерживаться не собираюсь. Мало ли еще мест, где можно спрятаться. Зайди в гильдию за заданиями. Ты получил новое задание. Зайди в гильдию за заданиями. Иди на кладбище. Он не похож на Курощупа. Уверен, вы найдете что-то себе по душе. Твой триумф на арене был великолепен. Ты проявил такое великодушие, оставив жизнь Уизера. Эй! Ух ты!
Ух ты! Эй! Хорош. Курощук! О, да! Эй! Больно. Нет, сейчас. Могу на это смотреть. Смотреть в оба я пережил. Вижу его. Продолжай в том же духе. Он так умиротворен и не... Продолжай в том же духе. Значит, в гильдии решили, что мне нужна помощь? Они там меня что, за блондинку держат? Ну ладно, раз ты уже тут, может, на что и сгодишься. Мы наткнулись в болотах на старинное святилище. Я изучала его, и вдруг набежала куча миньонов. Похоже, что оно им понадобилось для проведения какого-то ритуала. Короче, дело дрянь.
Помоги мне разобраться с охраной, и, может быть, мне удастся сорвать их планы. Похоже, что миньоны с помощью святилища вызвали это, чем бы оно ни было. Я знаю, как запечатать портал, чтобы это здесь больше не появилось. Но заклинание написано на языке стародавнего королевства, так что придется повозиться. А у нас, похоже, гости. Не подпускай миньонов ко мне, пока я читаю заклятие. Рессийой ламадин камфаэ эмбус. Заклинание сработало. Портал закрыт. Надеюсь, печать вышла крепкая. А ты неплохо дерешься. Может, нам и правда поработать вместе? Так, я возвращаюсь в гильдию, выясню, что это за штука.
Эй, дядь, а у вас есть кукла-героя? Есть? Клево! У нашего учителя есть одна кукла. Только он нам ее не дает. Говорит, она жутко редкая. Всего, говорит, 7 таких кукол есть. Вы, если их соберете, учителю скажите, ладно? Ну все, мне пора в школу. Пока! Ура! Приятных впечатлений. А что это значит? Верится, что он стоит рядом со мной. Давайте организуем. Ура! Вы что, говорили с этим ненормальным Геттином? И он, надо думать, парил вам мозги своими бреднями о мировом заговоре? У него с головой не в порядке. Он опасен для общества. Долго тут не пробудет. Мэр об этом позаботилась. Он уже слишком заврался. Мэр хорошая женщина. Потому она и велела его казнить. И это, опять же, хорошо. Он уже слишком заврал. Приятных впечатлений от визита сюда, сэр. О, привет! Великолепно. Он выглядит порядочным человеком. Привет! Эй, рад тебя видеть. Вы пришли по адресу.
Археолог в плену. Похоже, он неплохой парень. Это Так ты? значит, ты и Великолепно. есть Курощук. Странно. Да, он выглядит порядочным человеком. Он не похож на Курощупа. Надеюсь, у конечно. вас все в порядке? А он ничего. Ха-ха! Так значит, ты и есть Порядок? Курощуп. Странно. Думал, что ты выпил. Наверное, заставила таскать себе подарки. Ну да, в общем, хотите произвести впечатление? Купите ей черную розу. Она их очень любит. Порядок? Привет! Приветствую, ваше высочество. Чего? Рад новой встрече, сэр. Остановите его! Стража! Я приговорен к смерти за правду, и это справедливость! Стоять! Он в порядке. Ошиваться возле Геттина плохо для здоровья, слышите? Курощук, верно? Привет. Здравствуй. Ага! Желаю приятного дня.
Рад тебя видеть. Курощуп, верно? Он в порядке. Ой, какая красота. Я знала, что вы в душе романтик. Не то, что некоторые герои. Конечно, женщина моего положения не может выйти за нищего. Можно ожидать, что у мужчины хотя бы есть свой дом. Я очень рада, что у вас есть дом. Не хотелось бы думать, что вы женитесь из-за денег. Не могли бы вы совершить для меня подвиг? Недавно я потеряла ожерелье. Оно мне очень дорого. Быть может, вы порасспрашиваете в городе? Кто-то должен знать, где оно. Доволен собой, не так ли? Это ты? Великолепно. Ха! Говорят, леди Грей замуж выйти надумала. Вот не хотел бы я быть на месте этого бедолаги. Есть в ней что-то не то. Знаешь, как ее сестра пропала? Без следа. Последний раз ее в доме Греев видели, и никто не знает, что случилось. Да! Чудесно! Да, он выглядит порядочным человеком. Курощуп, верно? Величайший герой. А он ничего. Ты, значит, тоже про сестру-то ее слышал? Никто толком ничего и не знает про нашу Мэршу. Знаешь, что она ожерелье сестры своей всегда носит? Да! Превосходно! Это ты? Великолепно. Вы ведь очень преданный леди Грей, да? Если ей нужна информация, вы можете поговорить с кем-нибудь в городе. В Северном Бауэрстоне много длинных языков, как будто им больше заняться нечем. Вы ведь очень... И в Север... Мэр, ведьма! Привет тебе. Никаких проблем. Приятно видеть тебя, герой. Привет, Курощуп. А, так это значит ее сестры ожерелье. Так вот не носит она его больше, говорят, его украли. Ух ты! Еще раз. Слушайте, мы все обречены. Вы уже говорили с Родри. Я же сказал вам, что он на Холмовом поле. Мэр, Впечатлений. Превосходно! Ура! Потому она и велела его казнить. Курощуп. Это противозаконно. Величайший герой современ. И снова здравствуйте. Какой приятный человек. Стража! Он точно один из нас. И снова здравствуйте.
Могу я вам что-нибудь посоветовать? Ура, это ты! Привет! Точно украли. А потом оно знаете, где всплыло? В Оуквейле. Вы не будете разочарованы. Ух ты! Что? В Оквеле? Надо будет сжечь эту деревню. Или тебе можно доверить, найти и вернуть его. Так ты смог бы доказать свою любовь ко мне. Прекрасно. Да. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Твой триумф на арене был великолепен. Ты проявил такое великодушие, оставив жизнь Уиспер. Пиво, пожалуйста. Он просто предел. Сразимся бок о бок во имя добра. Сделай спокойно или... Ну так вот, я говорю. Богатый. Значит, пройдем еще раз. Я его зарыл на пляже, между двумя лодками. Удачное место. Несколько дней сидим тихо, чтобы Баурстоунская стража нас не почуяла. А если за это время его кто-нибудь найдет? Да никому в голову не придет его там искать. Надеюсь, ты прав. И терпение, все будет в норме. Легкие деньги. Alors, ouais, non, Alors, ouais, non,
Сразимся бок о бок во имя добра. Всего хорошего. Не могу поверить. Мое ожерелье. Я думала, что никогда его не увижу. Вы по-прежнему весьма многообещающий ухажер. Есть и другой чемпион арены, добивающийся моей руки. Вы, конечно же, слышали о громобое. Между вами двумя я оказываюсь в неловком положении. Может быть, если вы докажете, что вы лучше, скажем, в бою, так все будет намного проще. Победителя я буду ждать в садах. Желаю удачи. Ты еще не дрался с громобоем? Ты ведь не струсил, верно? Ты еще не дрался с громобоем? Ты ведь не струсил, верно? Всего хорошего. Он уже слишком Этот герой хороший парень. Ого! Ведьма! Что, мальчишка? Думаешь, побьешь меня? Думаешь, победил на арене и стал ее достоин? Леди принадлежит мне. Встретимся на холме, возле плахи. Лучше места, чтобы тебя убить, не найти. Да, да!
Значит, ты пришел на свою собственную казнь. Не побьет меня деревенский мальчишка, даже если он друг Уиспер. Не достанется она мне, не достанется никому. Ты их видишь? Они еще живы? Ты дрался храбро, но леди Грей моя, и я ее никому не отдам. Думаешь, убьешь меня и похитишь ее сердце? Леди любит меня. Я откроюсь, лишь если ты одолеешь в бою другого героя. Понял? Похоже, этим все и кончится.
Мастер умеет выбирать друзей. Меня никто еще не побеждал. Теперь же леди твоя. Теперь оставь меня. Не больно-то мне это нравится, но уговор есть уговор. Заходи. Зайди в гильдию за заданиями. Нет в жизни счастья. Аманда? Конечно, я знал ее. Она не идет у меня из головы. Такая невинная, такая чистая. Она боялась, что сестра узнает о нас и станет ее шантажировать. Не даст ей стать мэром. Я ведь все-таки не дворянин. Так что мы тайно встречались в подвале дома Греев. Моим знаком было троекратное возжигание лампы у конюшни. Однажды она так и не вышла, а потом я обнаружил, что дверь в подвал заперта. Ее сестра Эльвира, или, как ее сейчас называют, леди Грей, сказала, что та умерла от тяжкой болезни. А потом этот дом и вовсе забросили, и я никогда больше... Прости, мне так больно об этом вспоминать. Бедная моя Аманда! Как
Родри, ты ли это? Так долго я ждала. Постой, ты не Родри. Молилась я, чтобы он спас меня, но не пришел он. И когда кончился воздух, я закрыла глаза и представила, как умираю в его объятиях. Я не увижу его больше, а все, что у меня было, взяла моя сестра. Люди должны узнать правду. Возьми это письмо, расскажи всем, что случилось на самом деле. Ах, так ты знаешь правду. Аманда была романтичной дурочкой. Она не могла править Бауэрстоуном. Под ее началом это место превратилось бы в рассадник эгалитарности. Но не забивай себе голову сложными словами. Мы все еще можем быть вместе. Я все еще могу быть твоей. Может быть, ты мечтаешь о кресле мэра? Подумай о власти. Просто отдай мне письмо. Что? Никто не смеет перечить леди Грей. Никто! Ты такой же, как и все эти имбецилы, оскверняющие мой город своим жалким существованием. Ну что ж... Растрепи всем, насладись славой. Но когда-нибудь я вернусь, и кровью твоею смою этот позор. Запомни это, герой. Желаю приятного дня. Приятных впечатлений. Я был прав. Она правда убила сестру. Ух ты, я еще никогда не оказывался прав. Ха-ха, теперь никто не скажет, что Геттин кретин. Недавно здесь прошла леди Грей, причем с таким видом, словно уходит насовсем. Будь добр, скажи шерифу, что я ни при чем. Может, он даже тебя наградит. Разве что он замаскированный Джек из тени. А ведь похоже. Как только выйду отсюда, всем расскажу. Круги на полях! Похищ скорей! Поговорите с шерифом и выпустите меня!
Невероятно! То есть Геттин был прав? Пожалуй, надо будет его выпустить. Только пусть не болтает больше про то, как я, дескать, отравил цистерну с водой. И еще, нам нужно подыскать нового мэра. Вы ведь вряд ли заинтересуетесь этой работой. Вы ведь уже показали, чего стоите. Иди на кладбище. Эй, там! Вот так! На войне пропадали наставники. Здесь сам старина наставник.